Всем привет, вы на канале Catfish Studio, и это третья серия рубрики «Школа дрифта» у меня на канале. Как мы с вами уже разобрались ранее, дрифт — это у нас скольжение по поверхности, то есть когда ваша тачка едет боком и прокручиваются задние колеса автомобиля по асфальту, тем самым скользя по нему. И это все несомненно круто и прикольно. Жмем газ, наша машина скользит и едет боком. Казалось бы, просто и очевидно, да? Но не тут-то было. В дрифте есть такое понятие, как зацеп за поверхность покрышками и набор скорости. Поэтому сегодня мы с вами узнаем, что такое зацеп, для чего он нужен, сколько нужно зацепа, и разберем виды покрышек в игре. Mavs — один из тех клубов, который не перестает двигаться дальше вверх по лестнице и постоянно хочет совершенствовать себя и своих пилотов. Поэтому эти ребята набирают состав для парного дрифта. Все-таки результат показывать нужно. Клуб нацелен играть только парные заезды, конечно же, обучать новых пилотов. Поэтому, если вы хотите в Mavs, вам нужно иметь 2000 кубков в сетевой игре и ездить парные заезды на 200 плюс баллов. Ну и, конечно же, быть активным. А эти ребята актив, поверьте мне, поощрять умеют. Вся информация в закрепе и описании к ролику. Места ограничены, господа. Торопитесь. Mavs ждут вас. Как мы все знаем, автомобили ездят по дорогам на своих колесах, которые состоят из диска и покрышки, резины. Вот эта вот черная штука называется резина у колеса, которая помогает машине, так скажем, прилипнуть к асфальту и отталкиваться от него, цепляясь за него. Сцепление машины с дорогой обеспечивает резина на колесах. Если на диск одеть, к примеру, пластиковые бутылки или просто убрать резину с диска, то мы сможем наблюдать вот такую примерно, наверное, картину. Наш автомобиль будет неуправляемым, так как он просто будет вечно скользить. Коньки и лед тому пример. Когда мы в обуви идем по льду, мы исполняем, так сказать, неконтролируемый занос, из-за чего мы и падаем. А если мы по льду поедем, одев коньки на ноги, мы тоже будем исполнять, только уже контролируемый занос, так как мы будем иметь сцепление со льдом лезвием коньков. Вот и в машине все так же. Зацеп, другими словами, сцепление с дорогой. То, что помогает автомобилю отталкиваться от асфальта и цепляться за него, соприкасаться резиной с ним и ехать вперед или же назад. В Correct Drift Racing 2 все идеально реализовано, как и в жизни. Сцепление покрышек с дорогой, подвеска и все в этом духе. Все именно это играет большую роль в том, как ваш автомобиль будет ехать по дороге. На сцепление колес машины с дорогой влияет множество факторов. Размер колеса, размер резины, ширина резины, поверхность, по которой едет колесо, подвеска машины. Все эти штуки-дрюки будут вместе выдавать вам какое-то количество зацепа на поверхности, по которой вы движетесь. И если посмотреть на дрифт в зимнее время года, машины едут очень медленно и вяло, потому что нету зацепа с дорогой. Все очень скользко и плавно, потому что поверхность — лед. Четко. Взять асфальт, машины летят со скоростью света, делают резкие перекладки и выпускают клубы дыма из-под колес. Разницей этому служит как раз таки наш с вами зацеп. Вот у нас с вами машина на колесах. Она имеет 100% зацеп, у нее стоит хорошая резина и широкая. А вот машина, имеющая нулевой зацеп, так как резина там тонкая и вся испорченная. Пустим машину с зацепом вперед, и она сразу начнет ехать разгонять, так как колеса цепляются за асфальт резиной, соприкасаясь с ним, и машина отталкивается от него, благодаря чему и едет. Пускаем машину без зацепа и видим, что она разгоняется медленнее, и наши с вами колеса прокручиваются на месте несколько раз, но машина от оборотов колеса быстрее не едет. Она делает это наоборот, медленнее, потому что резина не может соприкоснуться с асфальтом и зацепиться за него. Вот он, наш лансер с зацепом. Как мы видим, едет быстро и не скользит, а вот он без зацепа. Еле-еле, душа в теле, только мы трогаемся, все скользит и прокручивается, не давая нам ехать как мы хотим. Вы сейчас скажете: так в дрифте как раз же надо, что все скользило и не цеплялось. Не-а. В дрифте как раз нужно делать так, чтобы это все максимально цеплялось, потому что если все будет слишком сильно скользить, ваша машина будет неуправляемой, и исполнять вы на ней будете неконтролируемый занос, после которого... Две машины, одна с зацепом, другая без. Дрифтим по дуге и видим, наша машина едет боком туда, куда мы хотим. Она отталкивается задними колесами от поверхности и одновременно скользит по ней в меру, благодаря чему она едет ровно по дуге. Без зацепа это будет выглядеть так. Машина не будет отталкиваться от поверхности, потому что нету сцепления с дорогой. Все будет скользко и вас будет либо разворачивать, а-ля вы подскользнулись на льду, либо тачка пойдет туда, куда хочет она, а не куда хотите вы. А машина в основном хочет только одного. Oh my. Nice.
Вот наш лансерок красненький с вами, да? И мы едем с зацепом 100% сейчас. Разгон, постановка, и мы видим, что машину легко контролировать. Она управляется нами, а не трассой, так скажем. Перекладки делаются быстро и легко. Мы чувствуем идеально с вами машину, а именно направление, куда она едет, так как его задаем мы рулем. Мы едем по инерции, толкаясь задними колесами от асфальта, тем самым двигаясь по траектории с нужным нам углом. Нас не разворачивает ничего, потому что имеется зацеп на задней оси. Когда мы едем по дуге, наше заднее колесо крутится по асфальту, тем самым проскальзывая по нему в нужную меру. Оно скользит и цепляется за него, так как наша резина в хорошем состоянии и автомобиль правильно настроен. Теперь у нас голая резина на лансере, и зацеп у нас с вами 0%. Вы уже можете заметить то, что скорость наша ниже даже на разгоне, так как колеса не цепляются за асфальт. Постановку сделать очень сложно. Машина максимально сопливая и ведет себя так, как хочет она, а не как хотим мы. Из-за того, что колеса слишком часто прокручиваются по асфальту и не цепляются за него, нашу тачку разворачивает, и мы не можем продолжить заезд нормально. В дуге наша машина едет на внешнюю траекторию, а должна ехать чуть-чуть вовнутрь, так как колеса машины должны толкать туда, куда она направлена. А направлена она у нас вовнутрь носом. Вывод такой, что зацеп у нас это все в дрифте. Задние колеса должны в меру скользить и в меру цепляться за него. Если будет слишком большой зацеп, тачка будет ехать сильно вовнутрь. Будет его мало, ее будет разворачивать и кидать на внешку. Скажем так, в дрифте нужно найти золотую середину, которая даст скольжение и зацеп одновременно в нужной мере. Чтобы это все получить, придется настроить автомобиль правильно и верно. Подвески, колеса, коробки передач, абсолютно все влияет на процент сцепляемости колес от асфальта. Также в игре есть 3 вида покрышек. Они все отличаются как раз таки этим зацепом. Стриты скользкие, спорты тоже. Semi-Slick являются зацепистыми покрышками. И о том, что качественный дрифт и скоростной должен проходить только лишь на них, я говорил вот в этом ролике, который сейчас у вас по подсказке вылез. Да, пошлите его смотреть. Зацеп в дрифте играет огромную роль. От него зависит, как вы проедете заезд. Сцепление должно быть максимальным, чтобы автомобиль мог ехать по заданной вами траектории. Вы им управляли, и в то же время он разгонялся и набирал все больше и больше скорость, так как дрифт у нас с вами автоспорт, в котором нужно делать все быстро. За сегодня мы узнали, что такое зацеп, как он влияет на поведение машины, почему он нужен, и поняли, что покрышки дают нам разный зацеп. Такая вот серия получилась, мои господа, товарищи любимые. Надеюсь, теперь вы поняли значение слова зацеп и будете им правильно пользоваться и выражаться на дрифт-сленге. Ставьте лайк на видос, пишите комментарии, что хотите узнать дальше в рубрике «Школа дрифта». Подписывайтесь на канал. С вами был Catfish Studio и всем чао, какао!